Абсолютно в каждом зале среди толпы есть этот парень. Он тренируется с абсолютной самоотдачей. Не сидит в телефоне между подходами, не отвлекается на разговоры. Лицо багровое, вены на лбу вздулись. Он выжимает штангу в 70 килограммов до последнего дрожащего повторения. Человек реально пашет, выкладываясь на 100%. Но прикол в том, что ты видел его в этом же зале 5 лет назад, с той же самой штангой. Почему? Вся фитнес-пропаганда построена на одной лжи. Если ты будешь достаточно долго и упорно пахать, тело подчинится. Статистика Open Powerlifting говорит другое. Это гигантская база данных, где за 60 лет собраны результаты более чем 1 миллиона реальных спортсменов. Не диванных теоретиков, а людей, которые пахали до темноты в глазах, чтобы просто выйти на соревновательный помост. Для сравнения их результатов используется универсальный коэффициент относительной силы, который называется DOTS. Это математическая формула, которая учитывает массу тела атлета и вес поднятого снаряда, позволяя объективно сравнить 100-килограммового гиганта и легкого парня весом 60 килограммов. Она безжалостна. Никаких поправок на то, как сильно ты старался или сколько литров пота пролил на тренировках. Только холодные цифры. Анализ этого миллиона результатов разрушает привычные мифы о постепенном и гарантированном росте. Если бы прогресс зависел исключительно от стажа и упорства, мы бы увидели классическую пирамиду, где большинство находится на уровне новичков, а на вершине остаются единицы, постепенно добравшиеся туда за годы пахоты. Но статистика показывает иную картину. Самой массовой группой среди выступающих мужчин являются кандидаты в мастера спорта. Их больше 35%, а звание мастера спорта имеют целых 20% участников. Звучит так, будто стать мастером спорта может каждый пятый, кто проявит достаточно упорства. Но это иллюзия. Статистика переходов между ступенями доказывает, при попытке подняться со второго разряда на первый, а затем на кандидата в мастера спорта, отсеивается ровно 80% атлетов. Они навсегда застревают на своем биологическом потолке, сколько бы тренировочных программ они не перепробовали. Обычно нам говорят, что звание вроде кандидата в мастера спорта или мастера спорта — это вершина долгого, изнурительного пути. Типа пришел новичком, пахал 10 лет, стал мастером. Красивая сказка, но если посмотреть на дебюты тех, кто реально получил мастера спорта, картина становится пугающей. Почти половина из них, 49%, выполнили этот сложнейший норматив на первом же соревновании в своей жизни. Они просто пришли с улицы, первый раз пожали штангу на помосте и сразу забрали мастера. Еще 36% показали этот результат, стартовав с уровня кандидата в мастера. Знаешь, сколько людей смогли подняться на эту вершину из низших разрядов, пройдя весь путь с самого низа? Всего 2,34%. Это значит, что если парень приходит в зал со средними природными показателями, его реальный шанс когда-нибудь получить звание мастера спорта составляет жалкие 0,7%. 7 человек из 1000. Остальные 99% обречены упереться в стену, сколько бы сил и времени они не потратили. Может быть, им просто не хватило времени? Может, нужно было потренироваться еще пару лет, сменить тренера, начать лучше спать или купить другой бренд протеина? Кстати, этот выпуск и все следующие будут залиты в Telegram в аудиоформате. Кому удобно слушать просто фоном в дороге, забирайте. Там же регулярно выкладывается куча разных годных материалов и анонсы, которых здесь не будет. QR на экране, а ссылка под видео. Аналитики Open Powerlifting проверили эту гипотезу. Они выделили группу спортсменов, которые выступали на 5 и более турнирах в течение нескольких лет, то есть людей, которые упорно пытались преодолеть застой. Знаешь, насколько увеличилась доля тех, кто смог пробить плато и подняться из низших разрядов? На 3%. Всего на 3% от всей массы упрямых фанатов. Остальные 97% людей, несмотря на годы регулярных изнурительных тренировок, так и не смогли сдвинуть свои результаты ни на один шаг. Они уперлись в свой биологический лимит и застряли там навсегда. Тренировки не создают новые возможности. Они лишь раскрывают то, что уже было записано в твоей ДНК при рождении. Открываешь Reddit, раздел для тех, кто годами пытается набрать массу, и видишь бесконечные ветки обсуждений, полные бессилия и боли. Парни пишут, что тренируются по 4-5 лет, едят через силу, заталкивая в себя контейнеры с рисом и куриным филе, тратят последние деньги на дорогие БАДы, а в зеркале все тоже худосочное тело, только с вечно усталым лицом. Они называют себя хардгейнерами, пытаясь найти объяснение вроде быстрого метаболизма или плохого сна. И ведь их можно понять. Безумно тяжело признать, что твой организм просто физически отказывается реагировать на нагрузку. В комментариях под такими постами начинается настоящая грызня. Обычные люди обвиняют фитнес-блогеров в обмане и использовании стероидов. Те в ответ высокомерно кричат про плохую дисциплину и неправильную технику. Это порождает глубокую фрустрацию и дисморфофобию. Молодые парни смотрят на вычищенные фильтрами и обработанные гормонами фотографии моделей в соцсетях, сравнивают себя с ними и чувствуют себя несостоятельными. Они застревают в бесконечном цикле тренировок, который не приносит им ничего, кроме чувства вины, психологического выгорания
выгорания и разбитых суставов. Хотя на самом деле их личный предел находится просто в других биологических координатах, далеких от навязанного идеала. Когда ты говоришь людям про генетику, они сразу начинают спорить. Мол, генетика — это просто отмазка для слабаков, которым лень пахать. Но давай уберем эмоции и посмотрим на реальную биологию. В 2005 году ученый по фамилии Хубал провел масштабное исследование, которое навсегда закрыло рот фанатам теории равных возможностей. Он собрал почти 600 человек, мужчин и женщин разного возраста, и заставил их тренировать бицепс по одной и той же строго контролируемой программе в течение 12 недель. Они ели одинаково, спали одинаково и тренировались под личным контролем инструкторов. Никакой халявы и никакой самодеятельности. И знаешь, что произошло в финале? Ученые сделали магнитно-резонансную томографию мышц каждого участника до и после эксперимента. Результаты были не просто разными, они были полярными. У наиболее одаренных участников объем бицепса увеличился на 59%, а сила выросла на 250%. Настоящие монстры адаптации, которые растут от любого чиха. В то же время у группы нереагирующих участников, которых ученые назвали нон-респондерами, объем мышц после 12 недель тяжелых тренировок уменьшился на 2%. Да, мышцы стали меньше, а силовые показатели остались ровно на нуле. Они тренировались одинаково, но их организмы выдали абсолютно противоположную реакцию. Это доказывает, что тренировки сами по себе не растят мышцы. Они лишь дают сигнал, который твоя ДНК может либо принять, либо просто проигнорировать. Почему это происходит? Начнем с механики твоего скелета. Сила, которую ты прикладываешь к штанге, это чистая физика, раздел механики рычагов. Твои кости и сухожилия работают как обычные рычаги. Точка прикрепления сухожилия к кости определяется генетически еще до твоего рождения. Если у твоего соседа по залу место прикрепления сухожилия бицепса сдвинуто всего на 3 мм дальше от сустава, чем у тебя, его рычаг силы становится длиннее. Это дает ему преимущество в силе почти на 30% при абсолютно таком же объеме мышц. Он будет поднимать тяжелые веса с легкой улыбкой, пока ты рвешь сухожилия, пытаясь преодолеть невыгодную геометрию своего тела. Ты можешь тренироваться хоть круглосуточно, но ты никогда не изменишь место крепления своих мышц к костям. Это анатомический приговор. Есть еще один важнейший фактор, о котором фитнес-индустрия предпочитает молчать. Это толщина твоего скелета. Физиолог Кейси Бат провел масштабное исследование натуральных атлетов и вывел математическую формулу связи между обхватом твоих суставов и предельным объемом мышечной массы, которую твое тело способно удерживать без применения химии. Измерь обхват своего запястья и лодыжки. Если твое запястье всего 16 см, твой скелет физически не рассчитан на то, чтобы носить бицепс объемом 45 см. Организм — это сбалансированная система. Он не станет наращивать тяжелые мышцы на тонкие кости, потому что это создаст смертельную нагрузку на суставы и сухожилия при любом резком движении. Тело просто заблокирует рост. Тонкокосный мужчина с запястьем 16 см упрется в свой биологический потолок мышечной массы гораздо раньше, чем парень с запястьем в 19 см, даже если первый будет тренироваться в 3 раза тяжелее. Дальше идет композиция мышечных волокон. Твои мышцы состоят из быстрых волокон, которые отвечают за взрывную силу, и медленных, которые нужны для выносливости. Их соотношение закладывается в утробе матери. За быстрые волокна отвечает ген ACTN3. У некоторых людей в ДНК присутствует мутация, которая блокирует синтез белка альфа-актинин-3. В медицине это называют генотипом XX. Если у тебя этот генотип, твой организм вообще не способен производить этот белок. Твои мышцы физически не могут сокращаться с высокой скоростью и развивать взрывное усилие. Ты можешь пробежать марафон, но на помосте пауэрлифтинга тебе ловить нечего, сколько бы протеина ты в себя не засыпал. Но самый мощный тормоз в твоем теле — это белок миостатин. Это молекулярный ограничитель, который эволюция создала для того, чтобы защитить тебя от голодной смерти. Мышцы — крайне прожорливая ткань. Они требуют колоссального количества калорий просто для поддержания своего существования. В дикой природе избыточная мышечная масса — это эволюционный приговор, потому что в голодные времена мускулистый самец погибнет первым. Поэтому миостатин жестко контролирует рост мышц. Если у тебя от природы высокий уровень этого белка, твое тело будет уничтожать любые попытки нарастить мясо. Оно будет расщеплять белок обратно в энергию, блокируя гипертрофию. А те одаренные счастливчики, у которых уровень миостатина снижен, растут буквально от взгляда на гантели. Добавь сюда скорость восстановления. Тяжелая тренировка — это микронадрывы мышечных волокон. Чтобы они зажили и выросли, организм должен активировать клетки-сателлиты и запустить синтез белка через рибосомы.
Это сложная биохимическая фабрика. У одаренных людей эта фабрика включается мгновенно после первого подхода. У обычных людей рибосомы просто спят. Вместо роста мышц они получают хроническое воспаление и боль, которая длится неделями. Это биологические границы, которые невозможно преодолеть усилиями воли. Твое тело просто не имеет инструментов для адаптации. Зачем тогда вся эта фитнес-индустрия так упорно делает вид, что преград не существует? Почему из каждого утюга кричат про преодоление, силу воли и то, что каждый может стать чемпионом? Ответ простой и циничный. Это чистая экономика. Рынок фитнес-услуг в нашей стране ворочает гигантскими суммами. По итогам прошлого года его оборот превысил 316 миллиардов рублей. И держится этот бизнес не на профессиональных спортсменах. Он держится на продаже ложной надежды обычным людям. Если бы фитнес-клубы зарабатывали только на тех, кто реально тренируется и получает результат, они бы закрылись завтра. Бизнес-модель построена на том, что ты покупаешь годовой абонемент, ходишь 3 недели и пропадаешь. Это так называемый налог на надежду. Ты платишь за иллюзию того, что покупаешь новую версию себя. Давай посчитаем математику этих сливов, просто чтобы понять масштаб трагедии. Базовый уровень расходов обычного мужчины, покупка абонемента в какой-нибудь Spirit или DDX, простейшие добавки вроде протеина и креатина, экипировка, выходит около 5000 рублей в месяц. За год это 60 тысяч, а за 5 лет 300 тысяч рублей. Теперь возьмем премиальный уровень, который навязывают как стандарт для тех, кто реально хочет результата. Дорогой клуб, персональный тренер 3 раза в неделю, специализированная диета с упором на качественное красное мясо, свежие овощи, спортивный нутрициолог, анализы крови на гормоны каждые 3 месяца и премиальные БАДы. Это минимум 25 тысяч рублей в месяц. За год набегает 300 тысяч, а за 5 лет ты отдаешь 1,5 миллиона рублей наличными. А теперь посчитай альтернативную стоимость этих денег. Если бы ты не относил их в кассу клуба, а просто откладывал эти 25 тысяч рублей в месяц, вкладывая их под сложный процент на накопительные счета или государственные облигации при текущих высоких ставках в районе 15-16%, через 5 лет у тебя на счету лежало бы 3 миллиона 200 тысяч рублей. По факту ты отдаешь 1,5 миллиона рублей из своего кармана и теряешь еще столько же потенциальной прибыли ради того, чтобы твои мышцы выглядели точно так же, как в первый день тренировок. Это твой личный налог на надежду, который ты добровольно платишь фитнес-индустрии. И технологические гиганты активно помогают выкачивать из тебя эти ресурсы. Алгоритмы рекомендаций в Reels и ТикТоке работают на удержание твоего внимания любой ценой. А что удерживает внимание лучше всего? Либо шок, либо зависть, либо чувство собственной неполноценности. Алгоритмы вычищают из твоей ленты обычных людей со средними результатами. Они показывают тебе только 0,1% генетических мутантов на стероидах, которые рассказывают сказки про упорный труд и правильный режим. Твоя лента забита этой дичью под завязку, создавая ложную норму. Ты смотришь в зеркало, видишь обычное человеческое тело, чувствуешь себя ничтожеством и бежишь покупать новые программы тренировок, онлайн-ведение или очередную банку бесполезного порошка. На этом чувстве неполноценности строится вся реклама. Если ты примешь свои ограничения и перестанешь суетиться, они потеряют лояльного клиента, который готов бесконечно спонсировать их бизнес. Но самое жесткое, что этот шаблон работает далеко за пределами тренажерного зала. Это фундаментальная основа всего современного общества. Карьера, бизнес, социальный self-help – там крутится абсолютно та же схема. Тебе показывают молодого миллиардера в дорогом пиджаке и говорят: ты можешь стать таким же, просто спи по 4 часа. Работай по 16 часов в сутки, читай по книге в день и верь в свою мечту. Хастл-культура возвела пахоту в культ, но они молчат про генетические лимиты интеллекта, твою врожденную способность переносить стресс без инфаркта и инсульта, про структуру твоей рабочей памяти, стартовый капитал родителей и банальное везение. Это точно такой же генетический тупик, как и в спорте. Человек с врожденным средним интеллектом и слабой нервной системой никогда не построит международную корпорацию, сколько бы книг по продуктивности он не прочитал и сколько бы вебинаров не посетил. Его нервная система просто сгорит через 3 месяца такой пахоты, выдав клиническую депрессию или панический синдром. Но коучи продолжают собирать миллиарды рублей, продавая курсы успешного успеха, потому что признать биологическое неравенство в обществе считается табу. Им выгодно, чтобы ты думал, будто проблема исключительно в твоей лени и плохом тайм-менеджменте, а не в твоем ДНК. Это идеальный способ переложить ответственность системы на самого человека, заставив его чувствовать себя вечным должником. Что с этим делать? Единственный разумный выход – выйти из этой игры. Это не значит, что нужно лечь на диван, пить пиво и заплывать жиром. Нет, тренироваться нужно. Но тренироваться ради здоровья, нормального самочувствия и функциональной старости, а не ради цифр на штанге, которых твой скелет никогда не поднимет. Перестань платить налог на надежду инфо-цыганам от фитнеса и бизнеса. Направь свои ресурсы, время, деньги, фокус
в реальные активы, которые приносят пользу по факту, а не в твоих фантазиях. Прими свои ограничения. Это не слабость. Это трезвый расчет и свобода от чужих манипуляций.